Итак, всем доброй ночи. Как я и обещала, перед Новым годом у меня есть план, который надо выполнить. Как говорится, Стаханов отдыхает или нервно курит в сторонке. Вы знаете, друзья мои, я сначала объясню, зачем я вообще этот ритуал выкладываю. Мне всегда казалось, что если мужчина молод, ну, по крайней мере, если мужчине 30 лет, 40 лет, 45 лет, так хоть 50 лет. Я всегда думала, что это самый рассвет мужской силы. Что вот в это время любую женщину можно завоевать и так завоевать, что она пойдет за тобой на край света. Я вообще считаю, что мужчинам для того, чтобы завоевать женщину, нужно две вещи всего лишь. Деньги и секс. Если это есть, то на ваши умственные способности последний момент обращает внимание. Потому что женщины, боюсь, что, ну, если не 100%, то 70 точно думают ниже пояса. И поэтому потом они обращают внимание на ваши умственные способности и прочее. И особенно в этом возрасте, когда кровь кипит, когда молодость, когда любовь в одном месте радугой избивается, когда там бабочки порхают в животике, вот такой конфетно-букетный период. Завоевать женщину настоящему мужчине особых усилий не стоит. И особенно в России, где женщин в 20-25 раз больше, чем мужчин. К сожалению, последние войны унесли огромное количество мужских жизней. Доброй ночи, Рано. Ну, очень мало усилий нужно для того, чтобы завоевать женщину. Но оказывается, даже в нашей изобильной женщинами стране, где за каждого мужика идет целое сражение, есть мужчины, у которых с этим проблема. Когда мне уже начали, ну, просто уже надоедать вот с этим, вот мне, я вот хочу найти женщину, я говорю, сколько вам лет? Ну, мне там 32 года. Я говорю, в 32 года женщины должны бегать за тобой с матрасом на плечах. Неужели ты не можешь вот ничего? Ну вот нет, у меня нет таких проблем с этим всем. Ну просто вот я стесняюсь и так далее. Ну, в общем, я так подумала, думаю, дай-ка я подарю мужикам это самое ритуал, чтобы все бабы сохли по ним. И может, они уже от меня отстанут в конце концов, потому что реально каждый второй мужик, помогите найти женщину. Ой, как говорится, ладно, помогаем. Что-то я хотела сказать, но уже забыла, да. Вылетело с головы. Вот. Этот ритуал, да, подействует как на вашу женщину, так и на других женщин, с которыми вы будете знакомиться. Ну, естественно, я э, думаю, что не нужно говорить о том, что если вы подойдете, воняя чесноком и запахом пота, что действительно женщины побегут за вами. Вы тоже должны что-то делать для этого, да, хотя бы выглядеть представительно, чтобы этот ритуал сработал. А то, как там говорится, Серега даже лук есть не стал. Мало ли, может, контакт какой будет. Только чесноку головку съел и все. Вот. Да, у всех ураган. Значит, начинаем притягивать баб. Дорогие мужчины,
если вы, как один мне там, я говорю, а зачем вам борода? Женщины любят, чтобы их чесали бородой. Я говорю, ну ладно, раз уж больше нечем чесать, то какой-то бородой хоть почеши. Вот. Зачем вам борода? Чтобы почесать. Ну, чешите, ну, давайте, раз больше нечем. Хоть бородой почешите их. Дорогие мужчины, ну не составляет труда для настоящего мужчины найти женщину. Некоторые не могут найти даже для своих телесных услад. Им приходится пользоваться услугами, как избавить любимую от ревности. Ремень, говорят, хорошо избавляет, вот прям быстро так, рукой снимает. Вообще самодостаточная женщина не будет мучиться ревностью, я вам скажу. Я никогда не ревновала, потому что от меня никогда никто не уходил. Я только гнала из своей жизни. Никто никогда от меня не уходил. И мне ревновать было некому. Надо быть лучше, и тогда не нужно ревновать и бояться потерять. Так вот, что я хочу вам сказать, что мужчина, если хочет завоевать женщину, абсолютно незачем ему ни красота, ни прям фантастические там знания, умения и прочее, прочее. Особенно в России, когда огромное количество одиноких женщин, и эти женщины, ну, ничего не хотят от вас. Ни бриллиантов, ни шуб, ни машин, ничего. Они сами вам это дадут. Они хотят одного, душевного тепла и любви. Тут даже не в сексе дело, просто любви, человеческой любви, понимания. Всего-то быть человеком. И уже ты найдешь женщину в своей жизни, друга и прочее. Но раз не получается это дело, раз уж нечем больше почесать, то уж распустите бороды хотя бы для начала. Ой. Что я хотела-то вам сказать? Да. Ритуал все-таки начнем. В древние времена, то есть есть такой момент. В судебном деле во времена Петра Великого поймали дьяка, у которого обнаружили какие-то непотребные бесовские письмена, в которых было сказано, что он дворовых девок, значит, привораживал, и они приходили удовлетворять его непотребную страсть. И вот его, значит, выгнали, этого дьяка. Через некоторое время этот дьяк появляется в истории как колдун, селится в каком-то селе, после чего народ идет к нему, и весьма успешно он колдовал, потому что у него было большое хозяйство, 30 куров, еще чего-то там и прочее. И все шли туда лечиться к нему. И он, то есть он понял, в какую сторону надо принимать, да, где денежки дают и где почет и уважение. И как бы он не особо страдал из-за того, что его исключили из церкви, выгнали и прочее. Но там приводится грамота, кому обращался дьяк из-за непотребной страсти. Значит, он обращался к бесу по имени Енаха. Енаха – это бес не только страсти, это бес, то есть вызывающий игроманию и прочее, прочее. Но по разным этим проблемам к нему обращались, и он всегда помогал. За услугу, конечно. Никто задарма не работает. Кроме Инги Хосроевой никто даром ничего не дает. Даже Енаха ни хрена не дает. Так вот, нужно было Енахе каждый месяц приносить и оставлять под дерево вино и говяжью печень. А также, когда вызывали, нужно было ставить ему водку. И что еще он брал?
он брал ту страсть, которая происходила между мужчиной и женщиной. То есть он брал и страстью, и похотью, и вот такой вот платой. И взамен на все помогал в основном мужчинам. В основном мужчины. Привет, Илон. В основном мужчины обращались к нему, и мужчинам он помогал любую женщину покорить. Это нужно проводить 6 ночей к ряду. Потом, значит, каждую ночь ставить нужно водку и маленькую рюмку воды. После ритуала водку оставлять нужно до утра, утром вылить. А вот воду половину выпить, половину вылить за свой порог. Двери открыть и по ту сторону вылить. Ну, оставьте чуть-чуть, чтобы слишком много не было. После 6 ночей каждый раз нужно зажигать черную свечу, восковую, воск имеет силу. После 6 ночей, значит, последний раз, когда вы сделаете, опять же, водку оставляйте до утра, воду половину нужно выпить, половину вылить за порог, и днем выйти, вот красную ленту привязать к дереву, ничего не говорить. Печень говяжью оставить, открыть вино, немножко вылить рядом вино, поставить вино. Это нужно на перекрестке лесном. Лес, не лесополоса, не парк, а именно лесной, желательно перекресток, чтобы сработал. И уйти. И вот так вот раз в месяц обновлять опять ритуал, 6 ночей читать, на 6 свечей. Свечи не выкидывать, свечи нужно сохранять в определенном сундуке. Когда вы почувствуете, что женщины действительно начали за вами бегать, когда вы почувствуете, что женщины перестали вам отказывать, помните, Наполеон что говорил? Бонапарты отказывали, а Наполеону никогда. Да, мужчины мне сейчас столько пишут, вы даже представить не можете. Помните, как там в песне поется? Раньше я боялся, что откажут, теперь боюсь, что могут согласиться. Вот. Видать, это время пришло. Я не понимаю этого. Смотришь, такой красавец двухметровый, прям вообще вот, ну, супер. Ну, еще и страсть вот немножко в другую сторону. И это самое вот по ту сторону, которая не очень хорошая. И все бородачи, самое интересное, все бородачи, все красавцы, удалые, великаны, молодые и все голубые. Итак, начнем. Значит, да, пускай спят, утром порадуются. Yes, today. Das ist fantastisch. Значит так, 6 ночей зажигайте черную свечу восковую. До половины должна догореть, потом тушите пальцами. И в определенном сундуке прячьте, который только для этого. Оставляйте водку до утра. Утром выливайте. А воду сразу, как произнесли вот это вот заговор 6 раз, половину выпивайте, чуть-чуть оставляйте, открывайте двери, выливайте по ту сторону порога. И так 6 ночей к ряду. Последнюю ночь дочитывайте, опять водку ставите на подоконник, воду опять выпивайте, половину выливайте туда, за порог, тушите свечу 6, опять храните в сундуке, берете красную ленту, на следующий день с печенью говяжьей и его, вином находите перекресток, перекресток лесной, там привязываете, значит, эту красную ленту к ветке любой. Печень положите под дерево.
Вылейте рядом чуть-чуть вина, немного, а остальное оставьте, значит, в бутылке или как там, в чем вы там возьмете. И говорите, откупаюсь. И уходите. Через некоторое время вы заметите, что женский пол к вам не безразличен. И, собственно говоря, даже робкие мужчины, это я дарила 3 мужчинам, и хочу сказать, что у них действительно нормально так все было хорошо. Не обязательно, чтобы все женщины. Тут не обязательно, чтобы все женщины. Тут просыпается мужская суть. И, может быть, он хочет одну женщину и стесняется, не может ее покорить. Может, он работает в женском коллективе, а может, есть мужчина, которому нужно это, может, у него потребность есть, в конце концов. Может, вот ему надо, понимаете, вот. Чего? Может, ему надо просто удовлетворить свою страсть, а он стесняется. Или у него на этих самых баб денег нет. Вот ему надо бесплатно. Знаете, да? Любовь придумали русские, чтобы не платить. Начнем. Значится так. Начинаем, товарищи. Мужики утром прям скакать будут от счастья, однако. 6 раз читайте, мужики. 6 раз. Я вам беса похоти могу показать, конечно, но... Показать? Давайте покажу енаху. Ой, только для вас. Угу. Однако. Я сильно видна была, нет? Там, надеюсь. Ну ладно, видна и видна, хрен с ним. Не хотела сейчас уставшая в экран попасть. Мне не сильно меня видно было. Не видел? Ну и все. Отлично. Ой. Да, я без покрывала показываю вам его. Вот женщина. Не могу. Нате, радуйтесь. Не видно, да? Да видно, блин. Хватит вам и того, что увидели. Ладно, вам показываю последний раз. Вот он. И это без похоти. Все? Вот такой он мужик. На бывшего похож. Я стесняюсь спросить, в каком месте именно сходство? Так. Да худой, ну ничего страшного. Нам же его не варить, что он худой. Господи, худой или какой. Главное, что бородатый. Есть чем пошикотать. Вот. Ничего страшного. Я здесь сделала после 18, так что дети не увидят. Итак, товарищи женщины или мужчины. Мужики утром проснутся и будут такие счастливые. Скакать будут до потолка. А если без смеха, Енаха очень многим помог из чмо превратиться в мачо. Начнем. Да уже достали мне каждый божий день это читать. А как мне сделать, как мне женщин покорять, у меня проблемы.
комплексы. Ну вот и берите и делайте. И оставьте меня в покое. А как же ж? Я хотела сначала назвать, чтобы девки сохли, а потом думаю, ладно, слишком по-сельски будет. Может, переименую. Да, нос хороший у него, нос. Знаете, когда грузин приехал в Москву первый раз, снял девушку, свет выключил, и та со всей страстью кинулась и села, оседлала его. Он такой в ночи. Твою мать, это нос, нос. Почти одно и то же. Блин, что-то вы меня отвлекаете от темы. Не могу сосредоточиться. Начали. Ничего, девка перепутала в ночи, в темноте, не поняла. Начинаем. Серьезное мероприятие. Не мешайте мне. Зажигайте свечу и читайте 6 раз. Зажгу я черное пламя. Заклинаю тебя, пламя черной свечи. Дорогу мою ныне освети. По той дороге пойду. Я из дверей к воротам, во чисто поле. Да через поле гиблому перекрестку. На том перекрестке черный храм стоит. Перед тем храмом без енаха двери того храма сторожит. А храм тот древний, да богам похоти посвященный. Там похоть вселенская, демоническая страсть. О, енаха, услышь меня и подсоби. Как горит пламя и плавится воск от огня жгучего, так сохнут бабы по мне от слова колдовского могучего. О, енаха, отец похоти, пусть девки да бабы, силою тайной гонимые, похотью демонической, моего тела желают, сохнут и пламенем пылают, жаждут моей плоти, в постель ко мне просятся. Я им царь и господарь, они мои рабыни. Как свеча тает и сгибается, так всякая баба мне подчиняется. Ни одна мне не откажет, любая подо мною ляжет. Или под меня ляжет. И то правильно. Есть старый как бы способ выражения, есть новый. Енаха мне в помощь. Как прошу, так и будет. Истинно, заклято. Конечно, сильные слова. Я ж не буду там лишь бы что-нибудь давать им. Это сильные слова. И надо делать все правильно. И после этого пробуждается в мужчине жуткая страсть. Потому что енаха берет еще и страстью дань. И он будет делать все, чтобы женщины вам подчинялись и покорялись, чтобы, как тут сказано, легли под вас. Для того, чтобы от этой страсти получить энергию. Понимаете? Читаю еще раз. Как все сделать, я описала. Подождете, Яна напечатает, там все сказано. Если внимательно послушаете, можете и сами написать и сделать, потому что все четко, предельно ясно объясняется. Зажгу я черное пламя. Заклинаю тебя, пламя черной свечи. Дорогу мою ныне освети. По той дороге пойду. Я из дверей к воротам, во чисто поле. Да через поле гиблому перекрестку. На том перекрестке черный храм стоит. Перед тем храмом без енаха. Двери того храма сторожит. А храм тот древний, да богам похоти посвященный. Там похоть вселенская. Демоническая страсть. О, енаха, услышь меня и подсоби. Как горит пламя и плавится воск от огня жгучего, так сохнут бабы по мне от слова колдовского могучего. О, енаха, отец похоти, пусть девки да бабы
Силой тайной, гонимые, похотью демонической, моего тела желают, сохнут и пламенем пылают, жаждут моей плоти, в постель ко мне просятся. Я им царь и господарь, они мои рабыни. Как свеча тает и сгибается, так всякая баба мне подчиняется. Ни одна мне не откажет, любая подо мною ляжет. Енаха мне в помощь, как прошу, так и будет. Заклято истина. Если все сделать правильно, то в мужчине просыпается такая демоническая страсть и сила, притягательность, магнит. И он начинает постепенно притягивать женщин. Притягивать женщин у каждого свое есть, да? Кто-то хочет через женщину подняться, получить хорошую должность. Кто-то работает в женском коллективе, хочет, чтобы его любили, к нему хорошо относились. Кто-то, извиняюсь, может быть, ведет программу, кто-то, может быть, блогер, и у него аудитория женская, он хочет, чтобы просто по нему с ума сходили. У каждого своя страсть, а кто-то хочет просто удовлетворять свою страсть и переживает. Сейчас, наверное, мужики сидят и говорят: помедленнее, пожалуйста, я записываю. Все хотят любви или хотя бы плотской любви. Каждый имеет право на счастье. Когда я прямой эфир снимаю, немножко качество не очень, потому что одно дело, когда записываешь и как бы загружаешь, другое прямой эфир. Но прямой эфир — это живое общение все-таки, быстро загружается, я успеваю много снимать. Как я говорила, последние, как бы, к концу года я буду в прямом эфире все это вам отдавать. Ну что делать? Бабы, держитесь, мужики вперед. А я пойду дальше работать. Да-да-да. Удачи вам, мужчины. А то один уже меня просил там переворот делать. Я его к Ленину отправила, потому что переворотами обычно Ленин занимался в 17 году. Потом, когда мне сказал, переворот сделаете, я говорю, это к Ленину. Вот. Ну, чтобы я переворотами не занималась, берите, делайте сами свои перевороты со своими бабами. Вот. Всем удачи. Утром мужики, наверное, от счастья будут орать, аж до Москвы дойдет их крик. Ой. Удачи вам, мужчины. Удачи. Да. И не бойтесь, что вам откажут. Не бойтесь. И радуйтесь, что женщина вам изменила, а не родине. Все. Удачи всем.